Ни для кого не секрет, что крупные копытные становятся первостепенной целью серых волков, и олени в числе излюбленной добычи. Однако даже самые организованные хищники не могут учитывать все тонкости охоты, и порой отточенная тактика дает сбой, ведь это невероятно сильные соперники, которые способны постоять за себя. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – извечное противостояние оленей и волков. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Зимой в заснеженных регионах травоядным животным приходится несладко. Чтобы добыть несколько травинок, оленям приходится старательно орудовать копытами. Многие из них слабеют, но за счет этого становятся сильнее находящиеся на вершине пищевой цепи хищники. При этом, чем крупнее стая, тем большего размера может быть потенциальная мишень. И этот благородный олень – отличное тому подтверждение. Вапити – один из крупнейших представителей семейства. Длина тела самца может превышать 2,5 метра, а масса порой переваливает за 400 килограмм. Однако длинные ноги позволяют ему быстро перемещаться даже по глубокому снегу. Но легкие и выносливые волки не отстают, используя в том числе протоптанную добычей дорогу. Суровые условия и высокая масса быстро изматывает беглеца. И кажется, что преследователи уже добились своего, но тонкий лед решает исход погони. Заняв оборонительную позицию в воде, олень обрек хищников на поиски более доступной мишени, которая по счастливому стечению обстоятельств подвернулась поблизости. Севернее от Вапити обитают их близкие родственники – карибу или северные олени. Они значительно уступают в размерах, но от этого не становятся легкой добычей. Даже со сломанным рогом этот самец не собирается сдаваться. Используя особенности местности, он пытается искать спасение в воде, значительно усложняя задачу хищникам, которые не обладают столь длинными ногами и попросту не могут атаковать в полную силу. Догнав карибу, повалить его в реке не представляется возможным. Зато копыта травоядного не теряют эффективности, и один волк это уже понял, а самые настырные рискуют получить очень болезненные удары, вплоть до полной потери боеспособности. Наконец, когда плотное окружение рассыпается, с оставшимися противниками можно не церемониться. Бдительность северных оленей не стоит недооценивать. Отменное обоняние и хороший слух могут подвести всего лишь при неподходящем направлении ветра, поэтому защитный арсенал карибу включает уникальную особенность зрения. Чистый снег отражает около 80% падающего на него ультрафиолета. Местные хищники облачены в белоснежный мех, который гарантирует им превосходную маскировку. Однако, в отличие от снега, шкура волков поглощает ультрафиолетовое излучение. Такая особенность незаметна для зрения человека, но для карибу объект четко выделяется на фоне, что зачастую рушит все планы охотников, которые пытаются застать добычу врасплох. Вода часто становится спасительным пунктом, где можно восстановить силы, ведь волки совершенно не заинтересованы мочить свою шкуру, что в зимнюю пору создаст им весомое неудобство. Длинные ноги вновь играют решающую роль. Кроме того, за счет особой системы кровеносных сосудов потери тепла при этом незначительны, и олень может часами оставаться в таком убежище. Целой стае невыгодно терять время, поэтому хищники оставляют часового, который контролирует перемещение жертвы. Но в одиночку у волка нет шансов против здорового животного, поэтому олень может даже припугнуть незваного спутника, а когда приходит подмога, он просто убегает от преследователей и вновь занимает оборонительную позицию. С восстановленными силами у оленя есть все шансы оторваться от погони, и охотники решают не тратить на него драгоценные силы. Таким образом, одиночки не всегда становятся легкой добычей, и порой куда проще совершить набег на стадо самок, где в посеянном хаосе рано или поздно обязательно появится отбившаяся особь.
И хотя особо нетерпеливые рискуют получить болезненный удар копытом, чаще всего такие погони заканчиваются в пользу хищников. Но в воде и самка может дать отпор. Она специально выбирает глубокие участки с интенсивным течением, максимально усложняя задачу хищнику. Даже прицельная атака в горло не гарантирует успех. Длинноногое животное вновь использует силу реки, вынуждая волка разжать смертельную хватку. Похоже, что теперь тактика с изматыванием применяется против самого охотника. Наконец, самка переходит в наступление. Хищник понимает, что охота становится слишком затратной и оставляет дальнейшие попытки. Конечно, куда более желанной мишенью для волков становятся ослабленные животные, такие как этот вапити с травмированной ногой. Он пытается отогнать хищника, который пришел на разведку, но тот уже понял, что добыча не собирается убегать, поэтому охотник неспешно удаляется и дает союзникам всю информацию. Волки очень терпеливы. Понимая, что цель никуда не денется, они выжидают подходящий момент и, наконец, берут жертву в окружение. Олень расходует последние силы, но когда все члены стаи впиваются в разные части тела, сопротивляться уже не так просто. У раненого животного не остается шансов, и на ближайшие дни он станет пищей для всей стаи. Сезонные миграции оленей становятся лучшим временем для охоты, ведь среди тысяч животных всегда можно найти подходящую жертву. А чтобы посеять панику в стаде, достаточно даже одного единственного хищника. Конечно, летом угнаться за полными сил животными куда сложнее, но в это время объектами повышенного внимания становятся телята. Однако даже подрастающее поколение делает успехи в беге, и лишь запас выносливости и терпения позволяет волку держать дистанцию. Хищник вряд ли догонит такую добычу, но он делает ставку на ошибки, которые в панике совершают даже взрослые животные, что уж говорить про неопытных детенышей. Несмотря на высокие риски, именно олени становятся основной добычей для серых волков во многих регионах. Например, в Йеллоустоне вапити составляют около 80% рациона хищников. Конечно, это влияет на популяцию копытных, но регулирование численности травоядных благоприятно сказывается на местной растительности, что в свою очередь делает экосистему более устойчивой и разнообразной. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!